Что, друзья, всем доброго, прекраснейшего турецкого утра. Сегодня у нас будет очень интересное путешествие. Мы отправимся вместе с вами по очень интересным и удивительным местам Турции, где немногие, кстати, бывали. Устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Все, мы загружаемся. Большой автобус, у нас много народу и отправляемся. Давайте немного расскажу вам. Мы начали свое путешествие из Кемера, из Кириша, и едем мы сейчас в Демре. Это 130 километров, примерно полтора часа. Сейчас мы остановились в райончике Финики, чтобы сделать небольшую паузу, и отправимся сейчас дальше. Так, я немного перепутал. 97 километров, и час 30, я даже на карте сделаю вам скринчик, приложу. Давайте взглянем сюда на море, смотрите, какой здесь обрыв. И какая красота, бескрайняя морская пучина. Там порт у нас, это городок Финики. Здесь тоже туристы, в основном европейцы, останавливаются. Но мы сейчас поедем дальше, туда, в Демре. Красиво, да, очень? Красота меня заманила, я решил пойти пешком вдоль пляжа, еще 80 километров. Слушайте, я шучу, на самом деле очень красиво, там прям маки растут, и запах здесь обалденный, знаете, травой пахнет, растениями, морем. Просто великолепно. Решил здесь остановиться немножечко и вам подарить немножечко, минутку вот этой вот восхитительной радости. Супер. Ну что, друзья, мы добрались с вами в Демре. Здесь у нас будет много локаций, много интересных мест. Будет место, где вы сможете загадать желание. Я загадывал там желание, оно сбылось. Я сердечно просил. И там святые места будут. Я думаю, что и у вас тоже получится загадать желание. Уверен, что они сбудутся. Вот. Сейчас мы начнем нашу прогулку с яхты. Решили начать ее именно с яхты, потому что сейчас хорошая погода, а попозже, возможно, будет тучность небольшая. И вот решили пока солнышко на яхте, потому что мы сейчас поедем смотреть затонувший город. Я вам покажу, может быть, даже постараюсь сделать подводную съемочку. Взял гидрокостюм. В общем, будет интересно. Давайте загружаться. Так, ну что, мы загрузились. У нас здесь очень большая компания. Моя семья Жанна, моя мама Оля, Екатерина, детки наши все. Вот детки. И сегодня с нами Светлана, которая, собственно, и организовала нам эту поездочку. У нас будет очень интересная поездочка. Мы надеемся, что погода нам будет улыбаться. Затонувший город у нас будет, да? И потом много чего еще интересного. Да, будет амфитеатр, будет храм Святого Николая и Ликийская гробница. Будет очень, очень интересно. И давайте, пока мы отплываем, я вам сделаю обзорчик этой яхты. Смотрите, здесь что интересно, здесь есть вот такие вот столы прозрачные со стеклом. И когда мы будем подплывать, когда у нас будет затонувший город, можно будет здесь смотреть. Потом у нас здесь, смотрите, много-много мест, где есть посидеть. Но у нас как индивидуальная экскурсия, мы вот с нашими друзьями, с Светланой, поехали вместе. Но считается как индивидуальный, больше кроме наших компаний здесь никого не будет. Смотрите, здесь у нас есть барная стойка, есть напитки, чипсоны, холодильник есть, можно даже с собой брать напитки. Потом у нас здесь капитан, мераба, который будет нас отправлять во все эти путешествия. Здесь у нас внизу, пойдем посмотрим, что там есть туалет. С каюты нет, это прогулочная яхта, там туалет и кухня. Так, смотрите, отплываем. Смотрим на красоту на всю. И вот здесь у нас есть проход вперед. Здесь можно полежать, позагорать на травке на такой искусственной. Вот, смотрите, мне вот очень нравятся такие вот вещи, когда можно сюда пройти, встать. Главное держаться крепко и сделать отсюда потрясающие кадры, фоточки. Вот так вот лечь сюда. Вот с таким видом плыть. Как вам? Класс. Расправить руки, как в Титанике.
здесь плыть. Смотрите, как классно, просто потрясающе. И потом, смотрите, у нас еще есть верхняя палуба. Можно так вот по лесенке сюда забраться. Здесь позагорать, разложиться, полежать. Кстати, мы на такой экскурсии уже ездили с Жанной давно. Я тогда еще не снимал видео, и поэтому я хотел обязательно сюда поехать уже сейчас. Показать вам ту красоту, которую мы увидим. Здесь действительно очень красивые будут места. Очень-очень красиво. Слушайте, такие невероятные ощущения вообще. Смотрите, волнистость какая сейчас идет. Туда залезаешь, стоишь, сейчас сделал вам кадры. Просто кайф. Я прям еду и кайфую. Просто. Смотрите, какая красота. Никитос, тебе нравится, сынок? Супер. Очень. Дай 5. Держись Это мой крепко. второй раз. Второй рукой. Очень классно. Так еще качает. Смотри, какое цвета море. Просто потрясающе. Наша большая компания здесь сидит, любуется красотой. Мам, нравится тебе? Класс? Очень красиво. Смотрите, можно... Класс, во всем класс. Красота необыкновенная. Здесь прям так рядом с волнами, вообще класс. Смотрите, главное камеру не уронить. Вообще супер. Сейчас уже заходим в бухту. Смотрите, какая здесь красота. Здесь видно, уже начинаются постройки. Сейчас я вам буду все рассказывать. Ой, смотрите, друзья, как красиво. Там постройки старинные начинаются. Камера убегает от меня. Чуть-чуть не успел вам снять, там очень красиво было. Смотрите, какого цвета здесь море. Просто бирюзовое. Жанна сидит, фоточки делает, не боится потерять свой телефон. Смотрите, а там постройки, дома. Люди вот так вот живут на скалах. С нами здесь еще экскурсовод, она нам все рассказывает. Здесь жили ликийцы, это город Кекково, затонувший. Или Кекково, я немножко прослушал. Смотрите, видите, везде прям высечены лестницы, спуски, вот здесь они жили. Остров Кекково называется. Смотрите, вот постройки. Вот так вот выглядит остров сам, вот он, Кекково. Никак не фокусируется. Смотрите, видите, постройки остались еще. Возможно, лампады для освещения. Комнатность таких каменных квартир могла достигать 2, 3, а то и 4. Бывшие ликийцы перебираются в противоположность. Здесь был большой город, и огромная часть откололась и ушла под воду. Вот прям здесь даже можно видеть. Во времена римского правления этот остров использовали как военную базу. Вот этот вот достаточно крупный фасад, который мы сейчас с вами увидим, предполагает, что Фасад прям сохранился. Понятное дело, что все эти артефакты уже сегодня хранятся в Лазарийском археологическом музее. Я не знаю, слышно ли вам, нет, что это экскурсовод. В общем, здесь не было никогда пресной воды, и сейчас ее нельзя здесь добыть. И вот здесь сделали специальные накопители вручную, куда стекала дождевая вода. Также как-то осушали морскую и получали пресную воду. Так, в общем, я тут соорудил конструкцию с удлинителем, хотел опустить.
Вот сейчас были только амфоры, всякие лампы, такие эти. Быстренько их проплыли. Не успел я спустить и сказать, что основные места, вот чтобы красоту всю видеть, надо на 60 метров здесь погружаться. Смотрите, сейчас мы проплываем крепость Семена. Здесь прям живут люди. Здесь можно тоже пожить, очень дорогое проживание здесь. Фрагменты скальных захоронений. Подошли поближе к самой крепости, и по марлонам можно судить, о какой эпохе идет речь. Потому что двузубчатые марлоны — это, конечно же, истинный почерк сначала Византии, конечно же. Очень красивые места, прям рекомендую обязательно сюда проехать, все посмотреть. Слушайте, очень классно вот так вот сюда вылезти. Сделать вот так вот, такая свобода вообще, так ощущать, просто летишь и паришь над морем. Просто класс вообще. Мы сейчас уже идем обратно. Здесь уже волнение начинается, потому что вышли из бухты. Здесь качает лодочку прилично. И такой кайф. Вот сюда выходишь, ложишься, смотришь вниз. Это покруче всякого аттракциона. Не знаю, как передает камера или нет, но это такой кайф. Просто такие эмоции. Адреналинчик прям поднимается. Ну что, мы уже возвращаемся в порт. Как вам морская прогулочка? Это не конец, сейчас будет еще интересное продолжение. Наблюдаешь, как мы тут припарковываемся, якорь бросили и задним ходом туда пришвартовываемся, точнее. Тебе понравилось, сынок? Давай, пятерочка. Да. Тебе понравилось, хоть? Да. Опять. Та-дам! Ну что, мы уже выгрузились. Светлана, нам очень понравилось. Я напомню, что Светлана занимается уже 25 лет, да, всеми организациями поездок, путешествий, вот таких вот мероприятий. У нас получилась такая большая экскурсия, но еще не получилось. У нас будет еще продолжение вместе с трансфером, яхта. И сейчас еще все, что остальное, все, что вы видите, тоже будет. Да, то есть один комплекс такой прям целая большая поездочка у нас будет. Поэтому, если кто захочет, я на свет обязательно оставлю ссылочку в описании. Заходите, она тоже вас отправит в любое путешествие, и вам будет очень классно. Это уже не первая поездка, предыдущая поездка на яхте мы тоже с Светланой нам организовывали. Мы ездили действительно очень классные поездки с трансфером. Ну, по цене не буду говорить, потому что по цене все зависит от того, откуда вы едете, какая у вас будет экскурсия, то есть только яхта или там еще совместно что-то. В общем, много всяких поездок по Турции. И аренда машин, и аренда вертолетов у них даже есть. Поэтому обращайтесь. Рекомендую с души. Мы отправляемся дальше. Так, сейчас мы сделали остановочку на перекус. Завели нас в ресторанчик. Это тоже входит в экскурсию. Ехать буквально 2 минуты от порта до сюда. Мы посмотрим, чем нас здесь будут кормить. Мы здесь с Жанной уже были много лет назад. Здесь, знаете, мороженое есть. Так, смотрите, здесь у нас шведский стол, как и положено в Турции. Это нут, по-моему. Ну, так все перечислять не буду, так вам покажу. Здесь разный салат, картошечка. Это баклажаны, хлебушек, соуса, морковка, еще салат с рисом, капуста, овощи и еще салатик. Потом здесь у нас, смотрите, супчик. Правда, не написано какой, но я думаю томатный. Вот один суп и второго супчика нет, один суп. И здесь у нас горячие макарошки,
курочка. Это еще не все, также можно и просто блюдо заказать. Ну, напитки в баре. Все, что хочешь, есть. Пиво, легкие напитки, винишко. То, что любит. Здесь мы сейчас накладываем кто что хочет, потом сядем и нам еще принесут горячее. Здесь, смотрите, можно как внутри сесть, так и на улице. Есть такой сад, приятный. В тенечке можно присесть, здесь такая классная атмосфера. Смотрите. Шезлонг есть, чтобы отдохнуть, если кто устал, притомился. Здесь же есть туалет, рукомойнички, раковины нормальные, полноценные, чтобы руки помыть. Так, вот нам принесли горячее, мы сразу заказывали то, что будет. Я заказал рыбку, дорадо такую принесли, шашлычок куриный. И деткам мы заказывали котлетки. Вот такая вот у нас красота здесь. Всем приятного аппетита. Так, нам еще принесли жареные картошечки. Здесь еще можно взять себе ада-чай. Это очень полезный чай. Для иммунитета берите. Такие там травки. Смотрите, здесь прям растет этот ада-чай. Вот он его срывает и заваривает нам прям. Надо кустик с собой пересадить на дорожку. Приятная атмосфера, здесь очень уютно. А это вот апельсины цветут. Скоро будут плоды. Вон там уже есть деревья прям с апельсинами. В Турции ничего не пропадает. Здесь маленькая речушка чуть-чуть. Здесь стоит мельница. Мотор вырабатывает энергию дополнительную. Вот эта река, когда растекается немного, дает напор. Смотрите, здесь рыба прям плавает. Сейчас я вам приближу. Вот так вот. Смотрите, какие крупные. Так, я узнал, это рыба кефаль. А вот здесь, если присмотритесь, черепашка плавает. Маленькая, вот она, видите? Вот они, апельсинчики. А здесь еще курочки, петушки ходят, бродят. Ко-ко-ко. То и мы отправляемся дальше. Ну что, мы доехали до новой локации. Пойдем посмотрим, что там будет. Здесь можно много разных сувениров приобрести. Деткам купили браслетики на руку по 10 лир. Так, ну что, давайте я вам покажу красоту. Здесь попросили нас надеть масочки при входе. Все-таки сейчас действуют меры. Это у нас... Сейчас я расскажу. Экскурсовод нам расскажет. Откапывали, то есть это все исторический слой. Театр, который перед нами, он на 10 тысяч человек. И, в принципе, абсолютно все театры, которые находятся на территории современной Турции, они все однотипные. Амфи, то есть полукруглые, с пристроенной сценой. Потому что, например, римляне тоже строили театры, только у них вместо сцены была арена, да, то есть такие круглые, посредине арены, это прототипы наших сегодня цирков. Вот. Но если говорить вообще о зарождении театрального искусства, нужно поблагодарить древних греков. Все это начиналось еще со времен 5 столетия до нашей эры. И опять же все это начиналось на шествиях такого бога, как Дионис. Так, смотрите, вот это у нас руины греко-римского театра. Это Мира, столица Ликии вообще раньше была. Постройка вот этого амфитеатра, это первое столетие до нашей эры. Смотрите, вот как это откапывали, все, вот мы находимся на земле, вот уровень земли, вот так вот это все раскапывали. А вот здесь, смотрите, у нас ликийские гробницы, прям в скалах, вот так вот выточено все это ручным способом. Естественно, это, по-моему, 5 столетие до нашей эры. Такая вот красота, очень, конечно, необычно все это выглядит. Попробуем туда немножечко заглянуть. Не, очень далековато, не видно. Здесь по деревянным ступенькам можно подняться прямо туда, в амфитеатр. Да, даже сложно себе представить всю историю, как все это вообще было, происходило. Вот этот амфитеатр вмещал до 10 тысяч человек. Смотрите, какая красота. Это колонна, остатки. Конечно, здесь же реставрировали что-то, не именно в таком виде все это откопали. Где-то реставрация была, где-то восстанавливали. Масштабы впечатляют.
Давайте прикоснемся к истории вместе с вами. Мы сейчас с Никитой поднялись сюда, еще выше. Обалдеть, какие масштабы. Здесь тоже вот гробницы. Смотрите, как прям на скалистой породе все это было высечено, естественно, вручную. Тогда никаких инструментов не было. Вот они так вот, не знаю, на веревках, на лианах. Вот так вот свисали с гор и высекали все это. Давайте с вами внутрь зайдем сюда. Здесь, кстати, прохладно. Видите, поставлены железные решетки, чтобы уже туда не ходили, потому что там есть вероятность обрушения. Вот ставят такие железные растяжки тут. Смотрите, как вот там уже все эти камни уже в таком состоянии, что в любой момент может и обвалиться. Поэтому здесь ставят решетки, чтобы туда уже не ходили. У деток здесь, конечно же, свой интерес. Я паркурщик, лазю. Ну, детям можно. Нам здесь, естественно, рассказали всю историю. Здесь и собрания были, и гладиаторские бои. Чего здесь только не было. И старались такие амфитеатры строить рядом с гробницами вот с этими. Считалось, что святые духи умерших, усопших помогают принимать верные решения, когда у них здесь были собрания. Если кто знает тоже что-то интересного, обязательно пишите в комментариях. Мы будем заходить, все лайкать ваши комментарии, чтобы они у нас были наверху, и мы все дружно с удовольствием их почитаем. Делитесь тоже полезной информацией, кто знает. Так вот спокойненько сесть, почитать и параллельно смотреть на всю эту красоту. Будет очень интересно. Давайте я включу Соньку. Здесь более широкий угол. Так будет лучше восприниматься и ощущение будет другое немного. Ну вот они сами ликийские гробницы. Вот отсюда повыше. Забрались, немножко получше видно. Смотрите, там все в высоте. Вот здесь вот перед нами прям близко-близко одна гробница. Давайте туда приблизим камеру. Да, друзья, конечно, если вы будете в Турции, я прям рекомендую взять такую обширную экскурсию, приехать на все это посмотреть. Мы сколько раз в Турции были, вот здесь мы в первый раз. На яхте мы уже катались. В 2015 году это было с Жанной. И в ресторанчике там кушали, а вот сюда нас не возили. И очень, кстати, зря, потому что очень, знаете, атмосферное место. Вся атмосфера истории чувствуется. Там, знаете, в какой-то момент даже мурашки похоже видно. Ну, не страшная атмосфера, а вот какая-то, знаете, историческая, такая приятное ощущение. Ничего плохого здесь нет, обязательно приезжайте. Видите, еще сколько камней, раскопок. Все это лежит. Можно там и внизу, можно было там спуститься и вот здесь вот выйти. Я как только сейчас это понял. Но вы теперь будете знать. По лесенке поднялись здесь, спустились прям по амфитеатру туда вниз. И здесь можно выйти. Все, мы сейчас с вами в новой локации, в новом месте. Это у нас храм Николая Угодника, Николая Чудотворца. Православный храм на территории Турции. Смотрите, как мы сейчас спускаемся. Там у нас уровень земли. То есть этот храм тоже был. Здесь были землетрясения, да, и он был уже погружен под землю. И его откапывали, реставрировали. Идемте посмотрим, что здесь внутри. Мы здесь с Жанной тоже были в 2015 году. Сейчас расскажу вам небольшую историю. Изначально находился алтарь. То есть вот эта квадратная ниша, когда-то здесь стоял алтарь. И перед нами 3 окошка, которые символизируют Святую Троицу. Фрески, которые вы сейчас осматриваете, они датируются 9 столетием. Прямо перед нами можно увидеть полный стоящий рост 4 апостолов-евангелистов. Здесь у нас лик Николая Угодника. 6
7 апреля. Ниша, которая перед нами, фреска, это точная копия, но только выполненная красками, то есть точно такую же фреску можно увидеть в Первом православном христианском соборе, но там она выполнена из цветной мозаики. Сама же фреска называется «Де Иисус». Это греческое слово, переводится как «моление». Мы видим с вами Иисуса Христа, к которому обращается, то есть молится его мать, Дева Мария, и Иоанн Креститель, как бы вымаливают его простить весь род человеческий. Единственное, я хочу обратить внимание вот на Луну и на Солнце. Вот до сих пор, какая бы религия ни была, там есть ислам, иудаизм, христианство, да, потом в каждой религии еще есть ветви, тем не менее, абсолютно все пересекается с язычеством. Я также хочу обратить ваше внимание вот на вот этот вот саркофаг. То есть это еще не та, это не та гробница, о которой сегодня там я говорю, что там, где он, да, был похоронен. Все эти записочки и так далее, я к этому отношусь так, то, о чем я говорила. Вот во что человек верит, и поверьте, люди, которые от чистого сердца пишут эти записки, очень часто они получают желаемое. Необычный, завершается в виде якоря. То есть то, о чем я говорила, да, ликийцы это были путешественники, это были моряки, рыбаки, пираты, но это первый этнос на территории Анатолии, который стал христианами. И впоследствии очень часто ликийские кресты завершались вот в виде такого вот якоря. Повернитесь и посмотрите на крест. Сегодня на Кеково я вам показывала одну из П-образных арк, точно такой же, то есть равносторонний ликийский крест. Очень сильно похож на мальтийский. Фрески на тематику Вселенские соборы. Я там сегодня говорила о том, что куда бы ни поехать по Турции, везде здесь все переплетается с ранним христианством. Это, конечно же, и храмы. И следует сказать, что, например, Первый Вселенский собор, который провели на этой земле, он также был на территории современной Турции, потому что в 325 году в греческом городе Никее, на этот собор еще так и называют Никеей, а сегодня это турецкий современный город Изник, который находится недалеко от Стамбула, то есть бывшего Константинополя. Так вот, в 325 году, то есть, помните, я говорила о том, что Константин Великий, первый римский император, который приостановил гонения на христиан, в 313 году он останавливает все гонения, а уже в 325 году созывает всех епископов на Первый Вселенский собор, провести дебаты, является ли все-таки Иисус Христос. И вот Николай Угодник — это единственный человек, который присутствовал там, он не сдержал свои эмоции, подбежал, залепил там пару пощечин этому арию, соответственно, был взят под стражу, брошен в темницу, и как бы в те времена его могла бы ждать участь еще страшнее. Константин бросает его в темницу и приказал, чтобы на следующий день ему при всех обпалили бороду. Представьте, человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу. В этот же день, этой же ночью, ему приснился сон, что якобы сама Дева Мария и Иисус Христос спустились с небес, и Дева Мария вернула ему отобранный амафор, а Иисус Христос протянул священную книгу христиан. Я не знаю, может быть, вы когда-то видели иконы с изображением Николая Угодника. С правой и с левой стороны наверху можно увидеть Деву Марию и Иисуса Христа, которые возвращают амафоры Евангелия. Вот эта вот икона, как правило, она называется «Мир Ликийское чудо», и вот именно ее держат, когда происходит процесс венчания в православной церкви. Здесь фреска на тематику «Тайная вечеря», цитируется 11 столетием. Я думаю, что все когда-то в своей жизни, да, видели картину Леонардо да Винчи. Хлеб Петру говорит, что сие есть тело мое. Второй Христос подает чашу с вином Иоанну и говорит ему, что сие есть кровь моя. Подойдите сюда поближе и посмотрите на одного из предпоследних из апостолов, смотрит назад с перепуганным взглядом, потому что понимает, что не унаследует он Царство Небесного. Это как раз Иуда Искариот, который продал душу Христа. Смотрите, что здесь зашифровано. Вот эта буква И. То есть, видите, я просто сейчас вам нарисовала, чтобы расшифровать. Вот эта буква И, вот эта буква Х, греческая Т, И и греческая С. И если прочесть на греческом языке, Иисус
Иисус Христос Тевос и Воссета, что обозначает Иисус Христос, Божий Сын и Спаситель. То есть это аббревиатура, которая первые буквы этих слов. Если прочитать, то получается ихтис. Но ихтис на греческом языке это рыба. Никто сюда, я не думаю, там люди приезжали там кого-то проклясть там, или, как правило, кто-то, ну, все приезжают и просят там о чем-то хорошем для родителей. Поэтому место такое энергетически сильное. Я думаю, вы обратили внимание, то есть кладка камней самого купола, видно, что это уже современное. Это уже то, что оставили, так сказать, руки наших современников со стороны царской России. И я думаю, что вы обратили внимание, что, казалось бы, главный молельный зал, где как минимум 2 раза в году происходит служба, здесь нет ни одной фрески. То есть везде, где бы мы ни прошли, везде фрески присутствуют, здесь нет. Вот еще одна злая шутка, скажем, революция над этим храмом, потому что, скажем так, русские приехали, храм откопали, через какое-то время из-за политических и военных действий уехали. То есть храм как бы уже был откопан, и жители города Дымры решили, а почему бы, в принципе, вот это прекрасное помещение не использовать как мяжи, то есть не молиться здесь Аллаху. Но не забываем, что в исламе мусульмане не молятся там, где есть изображение людей. Соответственно, чтобы совершить здесь намаз, фрески в этом зале были сбиты. Единственное, когда проводили экспертизу, то есть на днище этого саркофага были найдены следы масла мира. Опять же, мира до сих пор непонятно даже ученым, что это такое, но это специфическое выделение определенной жидкости на останках усопших людей. Видите, мраморная плита? И вот на мраморной плите на старославянском языке написана молитва «Тропарь святому». Это молитва, которую Голицына принесла сюда, когда подписывала документы с турком. К превеликому сожалению, это единственное доказательство на сегодняшний день, что эта земля, соответственно, храм, принадлежали царской России. Но опять же, СССР помним, как бы разбазаривали религиозные объекты, просто, например, за эти апельсины, которые из Палестины вывозили эшелонами. Давайте я вам расскажу, если кто не понял, здесь был захоронен Николай Чудотворец, да, Николай Угодник. Здесь были его мощи, и эти мощи мироточили даже, то есть когда мощи вывезли в каком-то веке, и там были следы мироточения, то есть даже ученые брали все эти анализы, данные, там, не знаю, как они все это, и не могут понять, что это такое было. И вот это считается святым местом. Мы в 2015 году здесь Жанны были. И вот у этого Николая Чудотворца можно здесь стать, прислониться рукой или просто встать. Кто-то кидает записочки туда, и можно у него просить что-то. Ну, что-то чистое, святое, такое, что-то правильное. Вот мы с Жанной просили в 2015 году, у нас все сбылось. Поэтому сейчас немножко встану здесь, постою. Вы, в принципе, тоже можете что-то попросить. Как в наших видео что-то передаются, эмоции и все это. И может быть вот так вот какие-то чудеса тоже передадутся. Вообще, вот, что и в прошлый раз, что и в этот раз. Здесь испытываешь какие-то необыкновенные эмоции, мурашки по телу, плакать даже хочется. Ну, то есть, очень святые места здесь. Даже вот сейчас вернулись еще раз туда, к этому, где были мощи Николая Чудотворца. Все это, видите, накрыто, чтобы дождь не тек, водой не заливал, ничего, чтобы сохранить все это. Нам сейчас рассказывали историю,
как все было, что вначале это было православное, потом и войны же разные были, русско-турецкие, были документы, подтверждающие, что эта земля вообще принадлежит Российской Федерации, ну тогда еще не России, да, то есть, ну вообще России, не Российской Федерации тогда у нас не было. Потом они были потеряны, эти документы. Вот, опять же, если кто знает полную историю, напишите в комментариях, а мы все почитаем. Я думаю, будет очень интересно все. Но не получилось, к сожалению, снять то, что рассказывал гид. Очень интересно, конечно, так кусками я поснимал. Места действительно прям святые ощущаются. Даже отсюда уходить не хочется. Если у вас будет возможность, то обязательно сюда приезжайте. Что, друзья, сейчас мы уже отправляемся домой. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, было интересно, полезно. Спасибо огромное Светлане еще раз за такую прекраснейшую экскурсию. Просто супер. Вы тоже отправляетесь, ездите, не просто отдыхайте на пляжах, а посещайте такие места. Яхты, прогулки. Вот. Контакты я ее оставлю под видео. Друзья, желаю вам всем огромной удачи, как всегда. Ну, хороших, позитивных, светлых эмоций, наверное, в этот раз пожелаю. Огромной вам всем удачи и пока. Мы еще сделали остановочку в местном кафе Демре. Здесь такой прекрасный вид. Это залив с морской водой. Здесь крабов голубых выращивают. Чашечку кофе. И прекрасный вид. Сыночек, классно здесь. Если мы остановились, здесь должны были быть черепахи, но что-то сейчас их нету. Прикормили их хлебом, все равно нет. Такое спокойное местечко.